Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам непростую историю необычной собачки-рыбки, которая уже 2 года живет в приюте для животных. Эта история началась еще летом 2019 года, когда люди заметили странного щеночка на улице. Она была очень пуглива и стеснительна, и другие собратья обижали ее. Малышка даже не могла покушать, еду отнимали более сильные собаки. Неравнодушные люди поймали пугливую собачку, чтобы накормить, и только тогда заметили, что бедняжка, не переставая, открывает и закрывает рот. Люди обратились за помощью в приют для животных, где сотрудники сразу же поехали в ветклинику с бедным щеночком. После осмотра у доктора стало ясно, что малышка, скорее всего, больна чумой плотоядных. К тому же у нее оказался врожденный дефект мордочки, к счастью, не влияющий на качество жизни. Собачки сдали необходимые анализы и, не дожидаясь результата, начали симптоматическое лечение, так как нервные явления могли усугубляться, угрожая жизни щеночка. В приюте собачку ласково назвали «рыбкой» за похожие движения мордочкой. Через пару дней анализы на чуму плотоядных подтвердились, и собачку даже предложили усыпить, так как заболевание очень опасное и практически не лечится. Опасность его в том, что лечение очень сложное и долгое, и даже если животному удастся поправиться, оно может всю жизнь быть переносчиком вируса, а значит являться угрозой для других животных. Но мы решили бороться за жизнь малышки. И так началось очень долгое лечение собачки. Лечение рыбки проходило долгие месяцы. Она пропила несколько курсов противовирусных лекарств. И вот в декабре 2019 года наш добрый доктор позвонил нам и радостно сообщил, что анализы рыбки на чуму отрицательные. Это значит, что она выздоровела и даже не является переносчиком. Вирус полностью побежден. После этого собачка прошла необходимые процедуры и вакцинацию. Ее стерилизовали в клинике, и она стала искать дом. Работники приюта надеялись, что рыбка найдет свое счастье, ведь малышка столько всего пережила. Рыбка золотая. Время шло, собачку пиарили в интернете, выкладывали объявления, видеоролик на ютубе, но хозяин так и не объявлялся. Однажды, в январе 2020 года, одна девушка влюбилась в рыбку и взяла ее домой. Сначала собачка вела себя настороженно в новой семье, но через пару дней начала открываться новым хозяевам. Работники приюта обрадовались и стали готовить рождественский ролик о счастливом пристройстве. Как случилась беда. Стоило рыбке только начать привыкать к новому дому, как людям пришлось покинуть Россию и уехать на родину. Так собачку снова вернули в приют, где очень долго она не могла прийти в себя. Сейчас уже 2 года, как эту замечательную и добрую собачку
спасли с улицы от смерти. И пусть пока рыбка не нашла свою любящую семью, она не отчаивается, потому что знает, что чудеса случаются. Посмотрите на нее. Может, именно вам недостает верного и надежного друга. Если вам понравилась милая и необычная рыбка, и вы хотите подарить ей любящий дом, контактный номер для связи в описании к видео. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что счастье есть. Рыба, привет! Привет, рыба! Танцуй, потанцуй. Потанцуй, рыба, молодец. Давай лапу, давай. Да не морду, рыба, лапу мне дай. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Лохматое счастье». И мы покажем и расскажем вам еще много трогательных, удивительных и правдивых историй.